Здорово. Сегодня понатаскал всякого из Оксмида. Так, шейные аксессуары. Повышают урон всех заклинаний с высоким уроном. Отлично. Так, даже еще лучше есть. На 67. Я, пожалуй, пока вот это поношу, пока не смогу сделать себе что-нибудь получше. Жаль, сундука какого-нибудь нету. Да, можно было временно вещи складывать. Ставлю. У меня, в принципе, пока что я пытаюсь собрать себе легендарный сет, который так называется, легендарный. Ну, там с примесью других вещей местами. Но их обычно не особо видно. В Хоксмиде одна страничка осталась. И... интересно даже. Где я тогда не взял страничку, но пометил ее при этом. Ну, в Хогвартсе, я думаю, их еще дофига, вон их еще тут полэкрана. И в мире тоже. Так, поехали, открываем карту. Есть, но это не модик, это отдельная приложуха. Приложуха. Да. Ой, я, оказывается, тут еще не дочистил бандюков. Так, а тут чего? Задача мадам Кагавы. Так, тут статуэтки есть, тут статуэтки есть. Поехали. Да, модик. По-моему, так называется Colored Map Markers. Еще у меня, по идее, вверху экрана компас должен быть, но сейчас, наверное, нету. О, теперь есть. Так. Пошли искать Диме маску. Так, мешочек, который я почему-то не собрал. Alohomora. Я хочу за сегодня добрать 3-й уровень Диме-масочек. Ну, в смысле, Диме-масочек на 3-й уровень. Алохуморы. А то, понимаешь, некоторые... Некоторые замки 3-го уровня попадаются.
Так, где у нас тут Дими-масочка последняя? Aren't you the student who ran all those goblin loyalists off? I can't tell you. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? Так, что у тебя, что мне не нужно? Шарф не нужен, очки не нужно, плащ не нужен, перчатки тоже не нужны, форма для квиддича. Мне интересны темные. Шарфик пока оставим. I hope to see you again sometime. Садил. Ну, в любом случае, они хуже, чем то, что я ношу, так что... Так что немножко пофигу. Ага, понял. Где? Revelio. Это пошли доме. What do we have here? A demiguise. Демигайс. Ладно. Mine now, demiguise. Есть. Вопрос конечно, мы сегодня сможем взять 3-й уровень. Тут одна статуэтка, тут одна статуэтка. Я боюсь, не хватит статуэток в деревнях. Придется все-таки бегать по Хогвартсу. Да, может, и хватит. Особенно если взять метлу и игнорить некоторое время. Ну да. Как так. Так, тут куча сундуков, которые у меня почему-то не собраны. Ну, да, внезапно почему-то. Hello, Hamora. Ну, всех, не всех, насколько хватит мальвы. Revelio.
Есть, и даже производятся. Но они все равно какое-то время растут. Я не ставил модик, который моментально вырастают растения. Revelio. Ну, как-то я тут все плохо Oh, my lord. залутал. What am I to do? Aloha Mora. Вот я бы много дал за модик, который эту мини-игру пропускает. Revelio. Потому что, блин, выцеливать эти точки не очень удобно. У меня, по крайней мере, особенно на диагоналях съезжает регулярно прицел. Так нету. Точнее так, я смотрел, мне не попадался. Я много чего смотрел из модиков. Revelio. Так, вот там есть большой сундук. Но там это где? Revelio. О, 3-й уровень. Какая радость. Так, я вижу, ты мне что-то прислал. А он прямо... В смысле, он... А, ну, мини-игру, наверное... Сейчас, надо глянуть. Я ради такого готов даже перерывчик небольшой устроить. Чтобы я не листал. Видимо, за этим. Так, а это, кстати, у меня должен стоять. А, ну это вручную, окей. Так. Так, Алохумора.
Так, сейчас модик скачали, спасибо Вениамину. Накачан. Я, собственно, про него и смотрел. Aloha, Mora. Так, модик я еще не... ну, модик я накатил, но мне нужно игру перезапустить для того, чтобы он активировался. Revelio. Mine now, demiguise. Так, Демигайс. Где? Вон. Didn't Clementine Willardsley ask you to follow those butterflies into the Forbidden Forest for her? Not the bravest person, that Clementine. Халявный этот. Халявный ядовитый кусака. Revelio. Так, что-то рядом звенит. I can't go back there. Так, тут какая-то побочка. Не хочу пока побочки. Называется, угадать, в каком ухе у меня звенит, когда я кастую заклинание. Так, где тут что-то светилось? Нет, вот, там вон. Аж вон там вон. Яйки. Вот, а это я тут, по-моему, мерновский триал проходил, шарики закатывал куда надо. Так, я, кажется, что-то по пути снес. Ну ладно. Revelio. Части тела паука. Похоже, тот собирал части тела акромантлов в цели получения прибыли. Возможно, это и выгодно, если, конечно, кто-то готов рискнуть своей жизнью для получения определенных предметов. Так, надо поотмечать, а то я сейчас насобираю, а потом не поотмечаю. Так, это, кажется... Так, откройте мне еще раз карту. Угу. Это вот эта вот деревенька. Так, статуэтку мы нашли. Глупаудер мы нашли. Revelio. Перезапустить-то минутное. Сейчас я хочу еще немножко побегать. Так. Confringo. Не то немножко. Так, сундучок с рукоятью палочки. Есть такой. Revelio.
Апгрейдик. Revelio. Didn't Clementine Willardsley ask you to follow those butterflies into the Forbidden Forest for her? Not the bravest person, that Clementine. Так, этот зал Лохомора второй. Так, это тоже нашли. Остался, получается, вот один сундук где-то, как написано у меня, в южном домике. Revelio. Oh, Так, Milo, what am I to do? видимо, я его уже собрал, окей. Так, ну пойдем на юг. Из деревеньки. Ага, а это эта дорожка. Это не главная дорога, это какая-то местная ценность. Так, а что у нас тут? Схватка с беглецом. Так, ну да, правильно, здесь один сундук остался. К северу отсюда я собрал воздушные шарики. Так, а мы, кстати, можем... Мы можем к северу пойти. Вот куда-то... Вот куда-то вот сюда. У меня есть Лохомора вторая. Так, стоп. Наверное, сначала бабочек соберем. Бабоньки. Огромный стол. Отлично.
смысле вау минимапа? В смысле, что на минимапе тоже цветные маркеры или что? Сундук на этих, на путях. Опа, еще сундук. А как это я их... Revelio. Как это я их в свое время не нашел? Так, что-то тут как-то стрёмно прыгать-то. Ой. Так, все-таки рип. Оно вроде и в оригинале так было. Только они цветные из-за того, что модик стоит. Оно, скорее всего, берется из одного файла. Так, это я где? Это я здесь. О. Aloha Mora. Revelio. Revelio. Glacius. Revelio. Confringo. Залутано. Так, знаете что, может быть, нам сначала сходить на урок ухода за животными? Потому что мне так и так животных надо собирать. По квестику, не по квестику. Чтобы, как говорится, 2 раза не вставать.
Потому что, насколько я понимаю, пока я не открою уход за животными, большой пурпурный жаб. Ну, не сильно он и пурпурный. Но большой, согласен. Вениамин, то есть ты сейчас я перезапущусь тогда? А ты мне скажи, мне нужно сходить на урок, чтобы начать животных собирать? Или после урока там еще куча каких-то квестиков, и только после них будет возможность собирать животных? То есть вот эти вот гнезда лутать в некотором роде. А я не знаю. То есть, скажем так, взаимодействовать вот с этими вот логовыми животных, которые мы на карте находим. Ну или спасать, на самом деле, мне кажется. Как только вы разблокируете хватит мешок, твари можно спасать и затем ухаживать за ними в выручай комнате. То есть мне хватит мешок дадут на уроке. Да? Если это так, то мы сейчас тогда пойдем, сохранимся и сходим на урок. Ну, да. Так, что-то не прошла команда. Так, что-то как-то странно. Бряк, я сказал. Так, картинка захватилась. Кстати, я нашел, как убрать консольку. Теперь она больше не будет захватываться. Так. Пошли тогда на урок по изучению тварей. Кстати, вопрос. А разные метлы здесь чисто визуально же отличаются, да? То есть у них ТТХ у них не отличаются? Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast.
shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives.
Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're Слушай, nearly я as bad as the победитель дуэльного saboteurs in клуба. Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Over here. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Это, кстати, социальный квест, скорее всего. Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. На крылатых маунтах квест, что ли? So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently.
You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seems to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Так, сумочку пока не дали. Видимо, надо ждать сову. Сходить, давай сходим. И печаль. О, и, видимо, мне как раз сейчас это еще и ткацкий станок сделают.
Видимо, их придется потом перераспределить немножко, потому что мне нужно будет еще... Хотя можно будет разобрать существующий столик для варки и изменить его Т-образным. Так, следующий сюжет мне, конечно, надо пройти. Ну, давайте отвлечемся от поиска всякого интересного. И пойдем шлем Уртока тогда проходить. У него тоже есть шанс забаговаться. Но на это и есть модик, опять же. Hello there. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Have you heard what Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you. They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Утик. Так, надеюсь, мне достаточно только шлем пройти, они все там подпункты, которые под вопросами. Потому что то, что там под вопросами, оно очень глубоко, по ощущениям. You two are meet. Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did she? Did Yes. she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock.
Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Serona said our interests may be aligned. Perhaps she was wrong. Well, if Serona believes we have common goals, then it is possible that we can trust each other. Very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Мгм.